Всех приветствую на меловом. Сегодня будет описание громадного просто количества плиток. Я уже думаю, вы поняли, что ролик просто по вот этой строчке, которая я не знаю, сколько там займет времени. В общем, будет идти долго. Что еще самое важное, хотел бы сказать, почему... Есть три причины у меня, в общем, почему для вас очень выгодно оформить заказ до конца месяца у меня сейчас. Об этом чуть попозже. В общем, давайте начнем. Во-первых, сейчас я буду делать обзор на все те плитки, которые я снял в АСМРе. И как вариант, во-первых, все подробное описание, где можно сделать заказ, это, как всегда, под роликом у меня ссылочка на группу ВКонтакте, там описание и фотографии каждого сорта. А сейчас я делаю обзор на те плитки, которые были в СМР, потом буду делать обзоры и описания на те плитки, которые в СМР не участвовали, ну и там как бы сорта такие суховатые, мне они в принципе не очень нравятся, так еще и обзор на них, точнее СМР снимать не сильно как-то и захотелось. В общем, поехали, начнем с Эллина. Эллин очень многим понравился, как в СМРе, так и в целом по описанию. Ну что я тут могу сказать? Про маркость, я думаю, я не буду ничего говорить, потому что вот про каждую плитку можно сказать, что она максимально маркая. Сколько бы их там ни чистил, есть, конечно, парочка сортов, которые очень маркие, но плюс-минус одинаковые. Здесь же откусывается средняя. По вкусу. Ну и крупинка тоже не очень хорошо держится. Довольно быстро в кашицу уходит. А по вкусу, вкус именно, вот не будем брать в целом сорт Эллин как пиленый вид, там бруски, плитки и кусковой. Именно вот этот, который у меня в виде пиленных плиток. Вкус земляной, стандартно-меловой. Побелка практически не прослеживается, я бы даже сказал, ее здесь нету. Еще многие просят, вот, допустим, подобрать им сорта по сырости вот это и так далее. Вот здесь именно такая какая-то сырость и земляной вкус. По жирности она не выше среднего, то есть примерно такая средней жирности плиточка. И так как мне сейчас больше нравятся жирные сорта, ну, наверное, моя оценка для этого сорта от 1 до 10, ну, пусть будет 7. Поехали дальше. Валуйчик. Тяжеленные. Вообще плитки выглядят стандартные. Вот так вот. Но я, соответственно, портить-то их не хочу. У меня есть вот те, которые я уже кушал. Ну, поехали. Блин, вторую руку заморал. Валуйчик. Ну, поинтереснее. Откусывается с более ярким каким-то хрустом. Более марки, кстати. Вроде бы валучик вообще что-то имеет средней жирности, да, сам по себе сорт. И ближе к легкому. К сухому даже, я бы так сказал. Но именно вот этот валуйчик идет пожирнее, чем Эллин даже, я бы, наверное, сказал. Намного дольше держится уже хруст. Но, блин, при всем при этом, вот у него вкус побелки и стандартный меловой вкус, он прям более проявленный. Это вот прям конкретно вкус побелки, я бы так и сказал. И немножко прослеживается сырость. Почему я это говорю? Потому что, ну, сорт
все сорта вот эти вот, они просушены идеально просто. И то есть здесь не может быть такого, что я его не досушил. Именно свойства самого мела. Ну, валуйчику я, наверное, оценку дам 8 из 10. Интересно, что займет 10 из 10, но сейчас мы об этом узнаем. Итак, что бы я хотел сказать насчет трех вот этих вот причин, почему вам стоит оформить заказ именно сейчас, до конца этого месяца. Во-первых, практически весь ассортимент в наличии, за исключением там пары сортов глин, да. Ну, это, кстати, не во-первых, это я просто сейчас говорю. И поэтому первая причина следующая. Я делаю сейчас отправки в течение 1 дня после оплаты. То есть вы оплатили, я сразу же делаю отправку. Ну вот как-то так это сейчас работает. То есть причина очень хорошая. То есть вы оплатили, в течение дня вам уже делают отправление. Вторая причина – это до конца месяца действует скидка 10% полностью на весь ассортимент. И третья причина в том, что если вы заказ делаете до 1000 рублей, то вам в подарок будет идти полкилограмма на ваш выбор кускового мела. Если вы заказ делаете от 1000 рублей, то вам в подарок будет идти полкилограмма на ваш выбор либо пиленого мела, либо глины. Причины третьи очень хорошие, как по мне. В общем, успевайте все это дело заказать. Осталось буквально 2 дня до конца окончания акции. И все ссылочки для заказов это под роликом, ссылка на группу ВКонтакте и, соответственно, номер телефона в WhatsApp. В общем, буду ждать вас за заказами. Поехали дальше. А дальше у нас сорт Снежок. Сам по себе это средней жирности, что-то золотая середина, даже его частенько называют между сухим и жирным сортом. Давайте пробовать. Снежок. Мне очень понравилось, что в этой поставке вот Снежок один из самых жирных сортов. Нифига не золотая середина между сухим и жирным, а именно один из самых жирных. При всем при этом, во-первых, он откусывается просто классно. Крупинка держится достаточно долго. И что тоже немаловажно, у него при всем при этом присутствует вкус вот этой побелки. Он очень жирный, и со вкусом побелки это прям вау. Поедем дальше. Я бы ему дал, наверное, уже оценку 9 из 10. Прям Снежок мне понравился. И следующий сорт это Новый Оскол. Вообще мне очень нравится этот сорт. Ну, посмотрим, как он пришел здесь. По жирности такой же, как Снежок. Откусывается структура точно такая же, как и про Снежок я говорил. Правда, этот мелок уже не просто жирный, он сливочный. И в нем пропала вот это вот побелочный вкус, известь, как правильно сказать. Какой-то очень сливочный, и будто бы в нем не достает вкуса. Ну, в общем-то, он получает оценку где-то 5 из 10.
Потому что, ну, классные, жирные, мне такие сорта действительно нравятся. Но, блин, от того, что в нем и как стандартному жирному, ну, жирному мелку, да, не достает какого-то вкуса, так и то, что у него нет побелочного вкуса, мне как-то не очень понравилось. Поэтому так. Движемся дальше. Ну, а дальше у нас вот такая вот плитка сорта Васильполье. А вот уже в этом сорту, или сорте, уже не важно, а вот уже именно у сорта Васильполье, он идет очень жирный, все то же самое, как и новая Сколы Снежок, но отличительная особенность, нет вкуса побелки, но если в новом Осколе не было вот этого вот стандартного вкуса жирного мелка, то здесь он есть. Еще он немножко прям совсем сластит. Вкуснятина. Сколько бы я ему поставил? Да, наверное, даже не буду ставить 10, потому что мало ли повкуснее что-то будет. 9,5 из 10. Вот очень, очень классно он мне зашел. Следующий сорт, вот он. Это красавчик. Не помню, какой он был. Нет. Кстати, у Васильполя еще вкус побелки немножко ощущается. Но здесь заслуженный 9,5 из 10. Надеюсь, это что-то вкусненькое. Тоже немножко сластит. По структуре с Васильполе очень схожи. Но побелочного вкуса я уже здесь вроде бы не ощущаю. Вкус сырости в нем присутствует. Поэтому 9 из 10. Поехали. Сорта, которые я еще не снимал АСМР, сам их вроде бы еще не пробовал, которые мне не очень теперь нравятся, сухие сорта. Там будет один жирненький, надеюсь, он будет классный. А это сорт Севрюка. Ну вот, как бы сказать, марки он очень сильно, потому что, ну, сухие сорта, они больше мараются, а вот по вкусу суть в том, что сравним, если с кусковым мелом этого сорта, то они не схожи. Потому что вот такой вот по вкусу феникс идет. Он немножко сластит, отчетливого вкуса побелки нет, а этот сорт должен быть именно с отчетливым вкусом побелки, потому что прям стандартный такой мелок. Запиваю водой, кстати, во-первых, очень сушит, а второй момент это то, что раскрытие вкуса, оно немножко еще меняется, когда ты запиваешь водой, поэтому попробовал в сухом виде, запил, и разные нотки можно почувствовать. По моей оценке, ну блин, он опять же прикольный из-за того, что сластит. Ну, в общем, пусть будет 5 из 10. Заниженное только потому, что сухой сорт. Поехали дальше. Следующий сорт будет Петропавловка.
Капец, конечно. Абсолютно просто одинаковые друг с другом. Даже никакой нотки различия. Хотя нет, одна нотка есть. Вот этот местами горчит. Моя оценка этому сорту 4 из 10. Потому что предыдущий сорт на 5 оценил, но здесь еще и горчит, поэтому 4 из 10. Поехали к следующему сорту. Следующий сорт прям меловая классика. Попробуйте поставить на стоп сейчас и угадать, что это за сорт. А через 3, 2, 1 называю. Это сорт Белая гора следующий будет. Поехали. Ну, посмотрим. Я надеюсь, здесь никакой сладости не будет. Здесь уже действительно сладости нету. Если есть, то она прям мельком-мельком прослеживается. Вкус извести именно по белке. Я думал, я обрадуюсь, когда его попробую. Но понял, что, видимо, даже побелка уже в сухом сорте это не спасет, потому что, когда нравятся жирные сорта, как говорится, ничего уже не изменишь. Ну, скажем так, перейдем к последнему сорту. Это уже сорт меловая классика жирных сортов. Это сорт Генерал Ватутин. Убираем Белую гору. Поехали. Ну, это вау. Это просто Васильполия, будто бы 9,5 баллов из 10. Ну, вкуснятина конкретная. Вот этот мне безумно понравился. Так же, как и Васильполия. Это даже может быть чуть-чуть побольше. Их можно смело говорить, что Васильполия 10 баллов, Ватутин 10 баллов из 10. У меня еще машинка там стирается. Надеюсь, это не слишком слышно. Ну что, для милоежек, глиноежек и так далее, любителей тех же сортов, которые я люблю, я бы вам посоветовал, если вы заказываете у меня, да, заказать именно Ватутин, Васильполия, Снежок. Из сухих сортов самый классный это Белая гора. Ну вот, Белая гора, в общем, как-то так. Всех буду ждать за заказами, ребят. Следующий ролик будет примерно настолько же длинный, и в нем уже будут полностью все новинки. Это сорт красный, титан, щербет. Что там за сорта, это просто вау. Ну, а я не прощаюсь, мы совсем скоро увидимся. В общем, 2 дня и акция заканчивается. Успевайте заказать, все ссылочки в описании ролика и в комментариях. В общем, всем удачи!